Иркутск, середина 80-х. Родители боялись выпускать детей на улицу, учителя провожали учеников до самого дома, а пожилые женщины не открывали дверь врачам. По городу ходили слухи о чудовище в белом халате, которое могло прийти к вам под видом участкового терапевта. И это не было городской легендой. Это была страшная реальность. Кто бы мог подумать, что за интеллигентной внешностью, дипломатом и очками скрывается один из самых жестоких преступников Советского Союза, человек, который днем выписывал рецепты пенсионерам, а ночью превращался в монстра. История Василия Кулика началась с пророческих слов акушерки, которая увидела новорожденного младенца и содрогнулась. 1956 год, Иркутск. Феодосия Степановна рожала седьмые сутки. Ее мужу, профессору-энтомологу, уже было за 40, ей самой тоже. Врачи предупреждали о риске аномалий у ребенка, но женщина настояла. И вот акушерка произнесла те самые слова, которые потом будут вспоминать с ужасом: «Вам рожать нельзя». Вы родите не человека, что заставило опытную медсестру сказать подобное. Может, материнское чутье подсказало ей правду? Василий родился семимесячным, весом чуть больше 2 килограммов. У младенца были серьезные проблемы со здоровьем, деформированные уши, проблемы с кожей, отсутствие ногтей. Ребенка нельзя было купать обычным способом. Первые месяцы его кормили внутривенно, есть он отказывался наотрез. А потом начался настоящий кошмар. С года до 3 лет мальчик не спал по ночам, ходил по квартире как призрак, пытался заводить патефон, блуждал в темноте. Родители считали его лунатиком. Мать била сына, когда нервы не выдерживали. Отец часами водил его по ночным улицам Иркутска, лишь бы уберечь от материнских побоев. В школе Вася был изгоем. Болезненный, странный, раздражительный. Одноклассники дразнили его без жалости. И парень нашел выход. Он начал мучить животных. Это приносило ему странное удовлетворение и ощущение власти над живым существом. Подросток решил изменить себя. Записался на бокс и стал чемпионом области. Тело окрепло, появилась уверенность. В старших классах Василий рано открыл для себя отношения с противоположным полом. Первый опыт случился со взрослой девушкой. Потом была армия, потом медицинский институт. И вот тут началась новая глава. В институте Кулик создал собственную формулу снотворного, подмешивал ее девушкам в алкоголь на вечеринках. Жертва впадала в полуобморок, и он совершал с ней насильственные действия. Потом они ничего не помнили, и никто не заявлял в милицию. Но в 1980 году случилось роковое событие. На Василия напали подростки-хулиганы и ударили обрезком трубы по голове. После этой травмы в его сознании что-то сломалось окончательно. Его начало неумолимо тянуть к несовершеннолетним. Первой жертвой интереса стала 9-летняя Василина. Он дарил ей подарки, писал любовные записки, обустроил место на чердаке. Но девочка в последний момент отказалась и рассказала матери. Та пошла в милицию. Стражи порядка отправили ее восвояси, а улики, письма педофила, просто потеряли. Кулик сделал выводы: нужно действовать быстро и с незнакомыми детьми. 1982 год. Василий женился на студентке-юристке, родились двое сыновей. Молодого врача назначили участковым терапевтом. Но работать он не хотел, считал труд опасным для здоровья. И придумал систему. Назначал всем одни и те же простые лекарства. Руководствовался принципом из гоголевского ревизора: человек простой, если умрет, то и так умрет, если выздоровеет, то и так выздоровеет. Тяжелобольные старики один за другим уходили в мир иной. Начальству это было только на руку, главное, чтобы не падали прямо в поликлинике. Особенно досаждали пенсионеры, они приходили снова и снова. И тогда в голове врача родилась чудовищная идея. Первую старушку он встретил на улице. Она сама заговорила с ним, узнала участкового. Кулик узнал, что она живет одна. Напросился домой под предлогом помощи, ввел укол со снотворным и совершил преступление. Вскрытие не проводилось, решили, что бабушка умерла от сердца. Это привело преступника к осознанию собственной безнаказанности. В том же 1982, когда жена рожала первенца, Кулик совершил первое преступление против ребенка, заманил девочку в гараж. Потом были мальчик Толя, 8-летняя Таня. Первые жертвы остались живы, но в 1984 году все изменилось.
Василию стало недостаточно просто совершать преступления. Он перешел к убийствам. Первой погибшей стала девятилетняя Лариса. Ее тело нашли через несколько дней в подвале. По делу арестовали соседа, из него выбили нужные показания. Потом был семилетний Андрей Фомин. Тело нашли в подвале, ключи от которого Кулику дал друг-слесарь. На одежде мальчика остался отпечаток обуви, эта улика потом станет решающей. Двухлетняя малышка исчезла с крыльца дома, бабушка отвернулась на минуту. Следующую жертву мать нашла погибшей в дверном проеме собственной квартиры. Старушек Кулик лишал жизни по той же схеме. Приходил как участковый, делал укол и совершал преступления. Когда у одной 53-летней женщины обнаружили странные обстоятельства смерти, версию насильственной гибели даже не рассматривали. Всем было удобнее думать иначе. Летом 1985-го, находясь в отпуске в Кировограде, преступник совершил очередное убийство ребенка. К концу года на счету Кулика было 5 нераскрытых детских убийств в Иркутске. Биологические материалы совпадали по группе крови, но преступника найти не могли. Свидетели описывали высокого стройного мужчину 25-30 лет в очках, с дипломатом, который картавит. Таких в городе были тысячи. 17 января 1986 года Василию исполнялось 30 лет. Пока мать и жена накрывали стол, виновник торжества решил сделать себе особый подарок – совершить очередное преступление. Он уже представил идеальную жертву – мальчик лет 7, худощавый, миловидный. Через полчаса охоты зашел в булочную и увидел его. Мальчик покупал хлеб. Кулик предложил пройтись до стройки. Сережа Назаров сначала согласился, но потом испугался и попытался вырваться. Времени уговаривать не было, скоро начнется застолье. Преступник свернул с ребенком в недостроенный дом. Он не знал, что за ним наблюдают из окна 3 женщины, повар столовой Галина Горянкина со своими коллегами. Они увидели, как мужчина затащил мальчика в подъезд, и пошли проверить. Татьяна Андрианова заглянула в окно первой. Увидела мужчину и полураздетого ребенка без сознания. Женщины подняли крик. Кулик попытался сбежать, но двое прохожих остановили его. В милиции Василий сразу дал признательные показания по 30 эпизодам. Из них 14 убийств, 6 детей и 7 пенсионерок. Еще более 2 десятков преступлений против несовершеннолетних. Самой младшей жертве было 2 года и 7 месяцев, самой старшей – 75 лет. Но преступник был осторожен, называл только то, что следствию уже известно, а на суде вообще отказался от показаний и заявил, все совершила банда Чибиса, которая якобы шантажировала его отца. Выдумка была очевидной, но следствие велось непрофессионально, с грубыми ошибками. Дело отправили на доследование. К расследованию подключили опытного следователя Николая Китаева. По странному совпадению, за год до ареста Кулик спасал его дочь, девочка подавилась костью, и врач помог ей. Китаев нашел первых пострадавших. Из Ленинграда вызвали ученых, которые заметили закономерность. Кулик совершал преступления в новолуние и полнолуние. На такое время назначили допрос, когда преступник должен быть особенно агрессивным. Расчет оказался верным. Он капитулировал перед доказательствами и дал подробные показания. Рассказал даже о тех эпизодах, что были неизвестны следствию. Выяснилось, что скрываться ему помогали знакомые в органах. Они имели доступ к материалам дел и делились подробностями. Кулик знал все ходы следователей наперед. В августе 1988 года состоялся второй суд. Василий Кулик больше не пытался увильнуть от ответственности. Его приговорили к высшей мере наказания. В камере смертников он провел почти год. Писал стихи о любви к женщинам и детям, давал интервью журналистам. За несколько дней до казни заявил: «Жертв своих не жалею. О смерти предпочитаю не думать». Равнодушие к собственной смерти преступник выработал с помощью книги по йоге, которую выпросил у следователя. 26 июня 1989 года в СИЗО Иркутска приговор был приведен в исполнение. Василия Кулика расстреляли. Он так и не раскаялся. До последнего вздоха оставался холодным и расчетливым, как в те дни, когда выбирал очередную жертву. Жертвами иркутского монстра стали 13 человек, 6 детей и 7 пожилых женщин.
Еще не менее 30 несовершеннолетних пострадали от его действий, многие из них так и не решились рассказать о пережитом кошмаре. Психологический портрет, составленный во время экспертиз Кулика, через 2 года помог вычислить еще одного серийного убийцу, Андрея Чикатило, ростовского мясника. Оба были интеллигентами, педагогами и врачами. Оба скрывали чудовищ под маской приличия. История Василия Кулика – классическое подтверждение того, что опасный преступник далеко не всегда выглядит соответствующе. Скорее наоборот. Интеллигентная профессия, очки, вежливость, сдержанность – все это может быть лишь маской. Его жена, узнав правду, находилась в шоке. Двое сыновей, взрослые мужчины, которым пришлось жить с клеймом детей серийного убийцы. Они не виноваты в преступлениях отца, но общество не всегда это понимает. А началось все с тех пророческих слов акушерки: «Вы родите не человека». Можно ли было предотвратить рождение монстра? Или это была неизбежность, записанная в искалеченном теле недоношенного младенца? Вопрос остается открытым, как и вопрос о том, сколько пострадавших мы не знаем. Ведь Кулик признавался только в том, что уже было известно следствию. Сколько детей исчезло бесследно, сколько старушек умерло от сердца, мы никогда не узнаем правды.